Ну что, девочки, мальчики, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. У нас марафон авторских раскладов и максимально на самом деле авторских раскладов, потому что и колода, собственно, авторская. Это мои личные трактовки, это мои личные наработки. Это моя личная такая, знаете, потоковая история, где вы не встретите нигде, то есть они не скопированные, не воссозданная, да, там, в общем, не украденная там у кого-то, у каких-то авторов, там, может быть, еще что-то. Да, это просто мое желание пообщаться с вашими непринятыми частями личности. Расклад на одну позицию, потому что мне хочется поговорить с вами, как будто вы сидите напротив. Вот. Сидите напротив, мы пьем с вами там, может быть, чай, кофе. Это не про то, что я хочу как-то вас поругать, обличить, критиковать, там, знаете, затронуть вашу тонкую душевную организацию, вот, или вытащить какой-то запрос на терапию, там, как-то болезненно, потому что тема внутренних демонов, оно, знаете ли, не очень простая тема. Давайте мы с вами обозначим, что я не имею в виду вашу эзотерическую, магическую одержимость. Мы будем говорить с точки зрения психологии все же, да, про внутренних демонов. Я хочу, чтобы вы это понимали. Ну, как мы с вами можем обозначить, да, чтобы было понятно, о чем будет расклад. Вот внутренних демонов, да, это, наверное, что-то вроде тени. Это то, что вас раздирает, понимаете? Это то, что дает вам ощущение драмы. Это то, куда сливается энергия. Может быть, это навязчивые мысли ваши, да. То есть демоны, которые вас атакуют и искушают. Искушают, опять же, от определенной трезвости мышления, от того, чтобы, например, прописать себе ровненько дороженьку, да, исследовать там по ней, потому что вот эти наши внутренние демоны, они своего рода, такие, знаете, лежачие полицейские, да, искушение, которое идет из нашего бессознательного. Вот мы будем смотреть, что же вас искушает и почему, да, то есть вот причину как бы вашей личной драмы. Ну что, не загадывайте позицию, потому что она одна, то есть это либо ваша, либо не ваша, да, такой, смотрите, разговор там с вашей душой, ну вот как раз на уровне бессознательного, да. Какое настроение у ваших внутренних демонов? Какое же настроение у ваших внутренних демонов? Какое настроение у ваших внутренних демонов? Ну точно, ребят, явно вас что-то атакует, потому что карта мага, обратите внимание, сколько разных энергий, сколько, возможно, это противоречие, да. Вот обратите внимание еще, что разные арканы изображены на карте маг, и вот как говорит одна из очень таких неоднозначных личностей, у которых я в свое время проходила обучение, и так, чтобы мне было нужно наставничество конкретно от этого человека, а просто мне была очень интересная теория, которую я уже там доразвела, да, уже в своих источниках. Я же просто, как это, знаете, это... Я же магический задрот, я очень люблю учиться, мне прям нравится, да. Я такой бесконечный экспериментатор. Ну, так вот, согласно одной из теорий, энергия мага, она уже очень тяжелая, нам же кажется, что она очень легкая сама по себе. Но представьте вообще, когда новые энергии должны прийти в ваше тело, а тело не принимает, да, и на уровне тела чувствуется что-то жуткое достаточно.
что-то непонятное, да, то есть ощущение отторжения. Вот бывает такое, что должна прийти новая информация, да, какие-то загрузки там происходят, потому что там старые нейронные связи, знаешь, уже ушли, новые не сформировались, как бы новая информация должна прийти на размышления, на рефлексию, на опыт, еще на что-то, да, и мы на уровне головы настолько просто привыкли держаться за свои старые паттерны поведения, что у нас мигрень. Я вообще, на самом деле, долгое время страдала от мигрени, которая была больше даже психосоматической, чем с точки зрения физиологии. Физиология как бы остается сейчас, ну, потому что там я человек-барометр, и, наверное, многие из вас тоже. Но здесь я, правда, могу диагностировать, ребят, вам головные боли и состояние стресса. Состояние стресса, здесь оно будет распространяться у нас на спину и на голову. Вполне возможно, даже какие-то защемления, но у меня сейчас нет желания объяснять вам психосоматически, что происходит. Я вот просто объясняю вам, да, маг, как он проявляется, да, с точки зрения физиологии. Вот, мы должны прийти новые энергии, мы их не пускаем. Представляете, как нас шарашит, просто разрывает изнутри, да, и вот это какое-то состояние постоянной борьбы, да, нет ощущения покоя, нет умиротворения, соответственно. Поэтому, да, здесь явная диагностика на психологическую одержимость. Вот смотри, маг, там рыцарь Пентакли. Ощущение, знаешь, что когда ты пытаешься быть в контроле со своими внутренними демонами, тебе сложно с ними договориться, да, потому что это какой-то всегда импульс непредсказуемости. Это то, чего ты боишься в себе, то, чего ты боишься показывать окружающим, да, то есть ты всячески вуалируешь вот этих своих драконов, да, они у тебя просто сидят на цепи, да, в пещере и прям пытаются вырваться, вот. А ты природу их не понимаешь, дружить с ними, управлять, бояться, заклинать, изгонять, да, потому что если демоны, значит, нужно всех их низвергнуть во тьму, да, и прийти к свету. Но я хочу сказать, что есть ощущение, что он с тобой достаточно давно. Я не знаю, кто это. Может, это вымышленный друг, понимаешь, твой. Может, некая психологическая защита, но есть, вот знаешь, такая субличность, с которой ты, правда, можешь разговаривать даже, да? Может быть, даже просить совета. Вполне возможно, что эта личность, субличность могла проявиться в тебе как раз в момент какой-то очень глубокой психологической драмы, да? То есть у нас же как бы тени, ложные представления о себе или ложные психологические защиты, да, или как мы называем это, допустим, сверхспособности, приходят тогда, когда мы маленькие, да, нас обижают, мы не можем за себя постоять. И вполне возможно, если вас ввести там в состояние гипноза и спросить, кто тебя защищает, ты прям полностью опишешь, потому что ты знаешь, кто это, ты с ним общаешься, он с тобой достаточно давно и постоянно. Иногда хочется сказать, это не я, это он, да? То есть это не я, это еще демоны мои внутренние меня искушают. Ну что, давай мы сейчас немножко пообщаемся с ним. Это уж, конечно, не такая мистика, чтобы мы его называли по имени, потому что тут сейчас, конечно, погаснут свечи, да, будут уши закладывать. Вот у меня есть такое ощущение, что немножко закладывает уши, когда я пытаюсь выйти на контакт с вот этой вашей внутренней субличностью. Семерка мечей. Вот сейчас вы сейчас мне скажете, да я ничего не чувствую, вот я не ощущаю прям присутствий, да я как бы все в себе починила, да какие, значит, демоны, всех мы опрыскали условно там ментальной святой водой, и как бы это, и все спят. Нет, ребят, не спят, вот семерка мечей повешена, вам кажется, что вы его, значит, с ним справились, с этим вашим внутренним демоном? Ну нет, вообще нет, он хитрее, чем вам кажется. Хитрей. Ну давайте, сейчас мы еще спросим характер. Знаете, мне вот эта история именно на вот этих вот картах, знаете, что напоминает? Один экстрасенс рассказывал, как к нему, в общем, пришли эти вымышленные друзья, и потом он, в общем, понял, что они тут это, да? Ребята, да, из тонкого плана, он говорит, я, говорит, хотел, в общем, да, уже встал на табуретку, и здесь прям такая буквальная история, да, что его как бы спасли и вытащили. Вот, пожалуйста, семерка мечей и как бы карта повешенного. Так что я говорю, что 100% состояние драмы, состояние, когда действительно, может быть, была апатия, не хотелось жить, еще что-то, у вас было ощущение, вполне возможно, что вас как раз вытащили, да, что вы что-то призвали, какую-то, знаете, сущность, какую-то личность, может быть, субличность, да, которая вас защищает и охраняет, соответственно. Может быть, от каких-то даже неожиданных поступков.
Просто спрашиваю, когда пришел в состоянии какой-то драмы, в состоянии какого-то перехода. Вполне возможно даже, что это как раз подростковый такой период. Это, правда, можно отнести вашему терапевту, если вы, например, будете субличности исследовать. Да? Есть такое. Немножко ощущение зазеркалья, да? Ну и что, давайте вот относится, давайте еще немножко личность вашего, да, внутреннего демона. Семерка пентаклей, королева пентаклей. Про заслужить любовь все же, да? Да, про зависимое заслуживание любви, да, вот это вот очень какие-то такие важные черты. Вот, важные черты. И здесь, вы знаете, как может проявляться, когда мы отрицаем то, что мы нуждаемся действительно в эмоциональном тепле и близости, и как раз когда наш вот внутренний демон, мы почему его контролируем-то вообще? Потому что вот есть ощущение, может быть, какой-то липкости, какой-то навязчивости, да? Вот как раз тогда, когда вам нужны были чувства, эмоции, вам либо их не давали, либо еще что-то. И вот мы решили, что мы будем брать как бы любой ценой, соответственно. Вот. И вот как он может проявляться. Здесь мы очень боимся вот этой липкости, да, боимся вот этой навязчивости. Очень боимся. Помните эти сказки дядюшки Римуса? Попрошу деда добавить в библиотеку. По-моему, африканские сказки. Это про то, что не бросай, говорит, меня в терновый куст, братец лис. Помните? Вот. И вот это ощущение прям такой липкости. Ну, там персонажу надо было, чтобы его, значит, бросили, да, в терновый куст, потому что он свалил очень быстро. А тут вот смысл в том, что мы очень боимся, что нас оставят. Да? Мы как-то подсознательно ждем, что нас оставят. Страшно. Что еще? О чем наш внутренний демон? Вот эта зависимость, она о чем еще? Вот, пожалуйста. Нам страшно быть одним. Нам страшно быть потеряшками. Вот с точки зрения специально, возможно, это тень сироты, да, когда тебе кажется, что ты один на один со своими страхами, кошмарами. Здесь, скорее всего, на какой-то, знаете, момент детских вот этих вот монстров подкроватных. Детских монстров подкроватных. Но вам почему-то кажется, что вы справились с этим страхом своим, с этим своим внутренним демоном. Но он говорит, что нет. Он говорит, что нет. Что-то вот сейчас хочет вам сказать. Ну, тут есть ощущение, что немножко вас как-то задирает, немножко вас провоцирует, потому что явно чувствует свою силу. Как вы можете с ним общаться? Да во снах, да? А сны, которые показывают какую-то несправедливость по отношению к вам, знаете, это когда, например, там старшеклассники задирают младшеклассника, и вот у них есть ощущение превосходства, ощущение силы. Вот в этих снах вам, в принципе, могут показывать, что вас что-то отбирают, понимаете? Что творится вот какая-то несправедливость. Это, ну... А вы постоять, понимаете, за себя не можете. Это вот все прям вот про ощущение, вот, прям залипоны, зависимости на вот этих всех эмоциях. Эти эмоции, вот почему внутренние, потому что они вас очень сильно ослабляют. Они заставляют вас каждый раз переживать драму. Эта драма неконструктивна, да, это не что иное, как просто разрушение души. Это очень такая мощная, ну, такая деструктивная программа. Сейчас я еще спрошу вообще, он как-то вам помогает, да, или все же вас уничтожает, ваш внутренний демон? Помогает или уничтожает? Ну, по большей части уничтожает, потому что вот она, пятерка пентаклей, он крадет ваш внутренний свет, условно, да, крадет веру в себя, да, крадет ощущение того, что вы просто любимы по умолчанию. И здесь он вам просто подсказывает: ты недостаточно хорош, ты не заслужил любовь, да, ты нехорошо к себе относишься, ой, да ты себя не любишь, потому что здесь на самом деле вот этот внутренний демон, он прям питается вот этим ощущением любви и нелюбви, вот этими эмоциональными качелями, которые вы устраиваете. Можно свалить на него и сказать, что это он устраивает. Да. Реально прям ворует ваш внутренний свет, да? Ворует вашу благодать.
Ну, знаете, даже если к нам приходят вот такие отрицательные персонажи, если мы, собственно, храним внутри, это же, знаете, еще про что, как он может проявляться. Мы другим можем прикрывать внутренний свет. Да, мы можем, знаете, мы как как жестко критикуем сами свой внутренний свет, еще и другим людям, да. Не очень счастливы, скорее всего, в том, что нам когда-то перекрыли внутренний свет. Он что-то хочет, он конструктивное сейчас сказать. Ну, понятно, что по семерке жезлов, да, это про то, что дружить-то с ним можно вполне, да, по семерке жезлов, то мы не хотим дружить. Потому что у нас, знаете, представление, что это вот просто он лежачий полицейский, да, это палки в колеса, это вот у меня все в жизни не получается, это, значит, меня типа я люблю, меня не любят, да, опять вот это ощущение отверженности, да, какой-то внутренней оскорбленности, потоптанных личных границ, хотя на самом деле все не так, все не так. Потому что, по сути, он приходит к нам, и мы его призвали, да, опять же, для того, чтобы прокачать свою внутреннюю силу, да, и нам об этом говорят. И здесь вот есть ощущение, я не люблю его, не люблю, потому что мне не нравится понятие служения, когда мы общаемся там с тонким планом, да даже со своими этими психологическими субличностями. Здесь вот момент служения, да, говорят о том, что вот, а он тебе может служить, или он пришел служить, или он там считает себя своей хозяйкой, к примеру, да, ну вот, все же какая красивая карта силы, как у тебя вот что-то такое, да, злое, некрасивое превращается в этого красивого льва, условно. Но тут немножко не про служение, тут про сотрудничество, да, но все же давайте про ресурсы посмотрим, какие привносит нам внутренний демон ресурсы. Восьмерка пентаклей, император, смотрите как. Помогает себя пересобрать, помогает себя структурировать, помогает выкинуть весь этот драматический мусор из головы, да, все эти декорации погорелого театра. И, соответственно, вы тогда начинаете испытывать благодарность, потому что, по сути, он пришел расшатать ваши чувства и эмоции, а вы здесь понимаете, что все зависит только от вас. И очень здорово возвращается у нас. А мы не хотим, чтобы так было, да? Посмотри по четверке пентаклей, как он все же очень... Ой, мне так много ответственности. Я лучше свалю, в общем, на внутренних демонов. Это, знаешь, как говорят, не я такой, жизнь такая, но жизнь такая, потому что ты такой. Вот так я, наверное, зафиналю, да? Жизнь такая, потому что ты такой. Ну, в принципе, смотри, по умеренности вполне можно дружить. Да, умеренная звезда. Да, понять на самом деле, что если такие у тебя вот эти качели в жизни происходят, то ну, зачем тебе нужна эта драма? Сначала, конечно, прислушаться к своим чувствам, эмоциям, а потом просто понять, да, что это по большей части накручивание, да, и которое, ну, деструктивное абсолютно, тебя ни к чему не приводит. Не очень аккуратно мы от этого деструктива избавляемся. Кстати, каким образом? Кому-то из вас действительно могут помочь медитации, да, исцеление как раз на там сердце, да, на анахату. Ну, просто вот этот момент, что там про безусловную любовь, вот этот момент того, что я сейчас там люблю, меня любят, вот это все. Может аффирмация, знаешь, может медитация, может еще что-то, какая-то история. Потому что здесь самовывоз необходим. Самовывоз необходим, чтобы было понятие, что мы просто укрепляем внутреннюю позицию себя, да, задаем себе вопрос, кто я, да, и как бы понимаем, что я и есть этот бесконечный источник любви. А если, вот этот источник любви у тебя внутри, вот тебе кажется, что нет, он снаружи, ты видишь, да, тройка мечей. Я не верю, да, в себя, свет своей любви, там вот это анахатушку, что я сама батарейка, там, и все себе рождаю сама или сам. И поэтому мы ищем любовь извне, да, там нам нужно подтверждение того, что мы любимы. А когда это просто у тебя внутри есть как батарейка, тебе не нужно никакое подтверждение. И вот этот внутренний демон, который тебе приходит, он об этом говорит, да, то есть он тебя искушает постоянно на то, чтобы брать силу, получается, извне, зависеть от мнения окружающих, да, и тебя каждый раз будет, калашматить именно по той причине, что ты не будешь получать подтверждение. Ты каждый раз будешь недостаточно хорош и будешь пытаться показать себя хорошим. Когда у тебя, собственно, здесь все хорошо и ровно, тебе вот абсолютно все равно, потому что ты знаешь, что все зависит вот только от тебя. Да, и тогда все, ты с ним в содружестве, говоришь спасибо, что показал. Вот, можешь сейчас уйти, а если я там пойму опять, что я там просяду эмоционально, то я опять тебя призову. И вот так вот, в принципе, с ним можно вполне нормально существовать.
Вот такая интересная позиция у нас с вами была на внутренних демонов. Да, дайте мне знать, как вам марафон коротких раскладов на одну позицию. Да, дайте мне знать, что почерпнули из расклада и как это теперь вам станет полезно в вашей жизни. А с вами была я, ваша нейроведьма.